Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Швеции. Флаг Швеции существует приблизительно с XII века, поэтому история его возникновения мало известна. Разные легенды повествуют о происхождении флага синего цвета, на котором расположен ярко-желтый скандинавский крест. Согласно шведскому законодательству, размеры прямоугольного полотнища соответствуют отношению ширины к его длине как 10 к 16. Легенда гласит, что во время молитвы королю Эрику IX перед боем с племенем финского язычества представился золотой крест в лучах солнца, изображенный на голубом небе. Король Эрик со своими воинами выиграли сражение, и тогда главными цветовыми символиками шведского королевства стали желтый, золотой и синий, голубой. Существование флага Швеции упоминается в исторических документах XV века. Есть такое предположение, что ранние пропорции 5 к 8 скопированы с датского полотнища, а цветовая гамма взята с военных гербов шведской армии. Боевые щиты, разделенные на 4 части, были украшены 3 коронами Швеции и львом династии Фолкунгов. Такую символику для своих воинов ввел Карл VIII в середине XV века. От таких исторических событий пошли символические украшения герба и флага Швеции. Был введен королевский указ, гласящий, что желтый крест обязательно должен присутствовать на шведских персональных и боевых знаменах. Есть несколько иная версия появления шведского флага. Цветовая гамма могла быть заимствована в XIII веке у королевского герба короля Магнуса I Ладулы Сома или же в XIV веке, у герба короля Альбрехта Мекленбургского. Некоторые источники гласят, что первоначально шведское полотнище было белое, а не желтое или синее. А уже в начале XV века цвет флага был изменен. Так как история утверждает, что шведский флаг скопирован с датского флага, то возможно такое оформление было использовано в качестве символики противостояния датскому правлению. Скандинавские страны изображают на своих флагах крест, как и на шведском флаге, что означает общее единство и историю. В начале XIX века Норвегия и Швеция использовали один флаг. День, посвященный шведскому флагу, отмечают 6 июня еще с начала XX века, и этот день был провозглашен как Национальный день Швеции. Почему выбрано именно это число? Потому что в этот день в XVI веке был коронован Густав Васа, ставший королем Швеции, который дал начало независимости государства. А уже в 1809 году в тот же самый день Швеция установила новую конституцию, которая дала больше полномочий и свободу действий гражданам Швеции. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!